кушать. Молодец, что взяла. Мама, новость. Какая новость? Приятная? Очень. Ну, если приятно, я люблю только приятные новости. Я убиралась в магазине, закончила убираться. Ну, Заходит женщина и покупает ракушку за $20. ой, я очень рада, что мой труд оценивается достоинством. Бутылку на пробку на бутылку взяли. Очень хорошо, я рада. Мгм. Ну. Представляешь? Да, вот первая продажа. Первая продажа. Из всех Да. на пирсе я первая продала. Больше никто не открыт, кроме меня. Вот видишь, как хорошо. Начало пошло. Расскажи всем, как Миша меня ждет. Ой, не говорите, этот Миша не кушает, не спит, лежит только на двери, смотрит. Я ему говорю, идем погуляем, пошли погулять. До места, где стоит машина. Все обнюхал, нету машины. Обошел вокруг, нету машины. Вдруг едет машина, и он увидел, Маманя. маманя едет. Обрадовался, колеса прям чуть не целует. Ой, боже мой, что будем, не знаем, что будем делать. Что летом будете делать, да? Не знаю, не знаю. Хочу показать Валентину на картины. Вот Валентина, это незаконченная картина, тут скаты она начала делать. А потом вот такой у нее тут океан. Это настоящий песок. И вот еще хочу показать. Ой, хоть бы не упала. Нет, все нормально, словила. И вот такие вот киты. Вот такие у нас работы. Все художники, таланты у нас тут. Все творческие люди в этом доме живут. Гуляю опять с Михаилом. У нас утро. Ой, чем хочу с вами поделиться. Я сейчас вот с Мишей погуляю и иду в поликлинику. У меня записи нет, но я иду, потому что у меня второй день очень сильно кружится голова. У меня так сильно кружится голова. Даже во сне, когда я поворачиваюсь с одного бока на другой, у меня в это время тоже кружится голова. Началось это с вчерашнего утра. Я утром встала. Мне так сильно закружилась голова. Мне пришлось просто обратно лечь, потом потихонечку вставать. Ну, так я могу себя нормально в течение дня делами заниматься, что-то делать. Даже сейчас я гуляю, все хорошо, мне ничего не кружится. Но если я, например, сяду или лягу, какое-то время полежу, у меня все. У меня такие головокружения, даже вот во время того, когда я лежу, у меня головокружения сильные. В общем, не знаю, это второй день у меня продолжается. Сейчас я проснулась, то же самое было, как и вчера утром. Я не могу просто так встать и пойти. У меня очень кружится голова. Так что я решила пойти сейчас провериться к доктору. У нас тут можно в поликлинику приходить, когда вот так вот что-то плохо. Без записи они тебя принимают. Это как срочная... Получается, чтобы не вызывать скорую. Ну, скорую мне нет смысла вызывать. Мне неплохо. Мне сейчас вообще неплохо. У меня чисто просто головокружения какие-то. Вот так вот гуляю с нашим красавчиком. Он даже... У меня же комната на самом верху. Он ждет, пока я соберусь, пока я все. Даже без меня не спускается вниз. У нас вот такая любовь, я вам просто передать не могу. Ой, Господи. Я ему говорю, уже иди к бабушке, иди спускайся. Нет, пока я все свои вопросы не решу, пока я не спущусь, он не пойдет. Так что вот я с ним перед тем, как пойти в поликлинику, решила погулять немного. Чтобы ему было поинтересно. Он же любит со мной по утрам гулять. Может, он когда смотрит на меня своими бусинками, у меня сердце тает. Я тут прям много смотрю. Вот здесь одно гнездо, потом там еще справа вижу другое. Ну-ка, Михаил, давай глянем и тут. Да, смотрите. И вон там еще тоже есть. Вау, интересно. Ой, как хорошо, да, Миша? Ой, как хорошо с утра по пляжу гулять. Он такой счастливый тут гоняет. Я вспомнила, это мидии называется. Мидии. Вот. Пока вспомнишь, полгода пройдет. Ну все, классно, немножко продоветрено. Но Мишу все устраивает. Ему так хорошо. Посмотрите, какую я нашла. Ракушку огромная. Ой, короче. С Михаилом сокровища искателя. Вот так, забираем. Какая крупная. Ух ты!
Да? Сейчас у меня тут пакетик, сейчас я в пакетик. Миша мне тут помогает. А, вот уже 2 штучки нашла хорошие. Ладно, идем дальше. И эту можно взять. Вот я их раскрываю, они пустые, там живого ничего нет в них. Тоже возьму, хорошая. Так, это обратная сторона, в принципе, нам особо не нужна, мы ее не используем. Это почти как за грибами ходить. Сейчас возьмем. Ух ты, крупные какие. Так, резничие, что-то черное в них непонятное. Пошли мы дальше. Смотрите, какую красоту я вам сниму. Дом на воде. Вот люди. Класс. Ой, Миша. Я держу поводок, телефон, пакет, все в одной руке. Так. Короче, классно. Всем приветики. Хорошего дня. Смотрите, как красиво. Ух ты, а там что? Ну я туда уже не пойду, потому что я глубже пошла. И я как... Вау, как далеко вода ушла. Посмотрите. Тут у нас голуби, кстати, летают. Сейчас, смотрите, как далеко вода ушла. Так. Извините, если телефон как-то дергается не так. Это все в ракушках и в мидиях. Это самое прекрасное утро, да, Миш? Почаще бы тебя, наверное, надо сюда выводить. И тебе хорошо, и нам хорошо. Везде мидии валяются. Знаю. Если мы бы их ели, возможно, мы бы их взяли. Может, кто-то напишет, что не взяли. Ну, смотрите, хочу посмотреть вот эту. Вау. Обалдеть. Смотрим, Миша. Так, сейчас, подожди, мне надо куда-то очки деть. Что у меня немножечко не были организованы. Надо в следующий раз пакет сюда кинем. Так, она пустая, не живая. Так что мы ее раскрываем спокойно. Ух ты! Ты размерчик. Вот это бабушка Валя удивится. Такой. Оу! Какое! Сейчас еще приду. Более подготовленная. Такая-то большая редкость, такие крупные. Хочу повнимательнее рассмотреть. Смотрите, какая система тут у них. Как они прикреплены друг к другу. Тут прям какие-то как маленькие волоски. Ну, это трава, понятное дело. Морская. Что это такое белое? Вау. И тяжело. Не знаю, сколько тут по весу. Они такие маленькие, красивенькие. Прям не знаю. Сейчас маме покажу. Мама меня отправит обратно. Их нужно готовить, они должны раскрыться, и это есть. Посмотрите, вот моя рука. И вот их такая большая куча. Если тут походить с ведром, полное ведро можно их насобирать. Мне интересно, что вы напишете. Что забрала или не забрала. А вот, кстати, вот столько ракушек собирала. Хорошая. Можно еще, конечно, погулять. Но пакета у меня уже больше места не помещается. Я столько живности нашла. Посмотрите. Живая. Вообще съедобная, пресъедобная. Слушай. Там еще одну видела. Тоже живую. Миша у меня без поводка, кстати. Я с ним договорилась, сказала, что меня слушался. Все хорошо. Пока все мы слушаемся, все супер. Вот, ушки поправил, молодец. Хочу, чтобы он порадовался, немножко побегал. Ну, блин, тут походить можно, пособирать. И ракушек для творчества. И еще и на обед что-то можно собрать. Чайки, чайки. Не знаю, ну просто как-то вот надо узнать, как это все готовится. Я никогда вот это морское особо не готовила, не знаю. Камушки красивые. В общем, тут как в лес примерно. Тоже так все разглядываю. Интересно, мне хорошо.
Вот бежит, бежит. Ой, как старается. Молодец. Я снимаю, девочки. Ага. Нет, она улетела. Она улетела? Ну, вон она сидит на машине. А ну-ка. Ой, господи. Ну ладно, ее не видно. Я сейчас нахожусь в магазинчике, мои дорогие. Продала на сегодняшний день 3 изделия, 2 ракушки и брелочек. Для ключей брелок. Так что вот такие у меня на сегодня продажи. $20, как вы мне и сказали. В комментариях мне кто-то написал, чтобы я их сохранила. Я прям их вот так вот приклеила, $20. И буду держать их до конца сезона. Тратить не будем. Мне так кто-то посоветовал. Сказали, что так вы делаете. Вот и мне посоветовали, и я так сделаю. Может, дай бог, все будет удачный сезон. Очень на это надеюсь. Я сейчас нахожусь в магазине. Вышла у нас, в общем, лодка уже отправляется на показ китов с 12 до 3. И вот пока люди начинают идти туда на лодку, я открываю магазин где-то в 10:45. И вот сейчас в 3 часа лодка возвращается. Толпа туристов пройдет. Очень часто бывает, что шмель залетел, но улетел, все. Очень часто бывает, что туристы, когда они возвращаются с лодки в город, они часто по пути вот иногда берут брелочек или брелок, ракушку, или либо магнит. Так что вот сижу, жду. Лодка сейчас вернется и пройдет толпа народу, и я домой пойду после этого. Погода так себе, что-то вот как-то все прохладно и прохладно. Уже что-то летом еще пока не пахнет. Ну ничего, ждем. Потом какие новости? Вот хочу пару новостей сказать насчет моего головокружения. Сказали, жить буду, все хорошо. Мне даже сделали кардиограмму сердца. Собака проходит там. Кардиограмму сердца мне сделали, все хорошо, с сердцем все хорошо. Просто проблема у меня с внутренним ухом, которая легко решается, эта проблема. Мне сказали там сделать определенные какие-то упражнения, и должно что-то у меня улучшиться. Но на самом деле уже улучшается, уже не так у меня голова кружится, еще немножко осталось остаточного головокружения, особенно когда лежу и когда встаю. Вот после того, как полежала, мне нужно встать, у меня голова кружится, но так уже намного лучше. Даже вот в течение дня уже не так. То прям 2 дня прям меня штормило по-серьезному. А потом следующее хочу вам сказать. Вот перед тем, как я сейчас начала говорить, там будет видео с мамой и с Валентиной. Сегодня утром я отдыхаю. Люди проходят мимо, думала, зайдут в магазин. Сегодня утром я спала. И слышу, Валентина, бабушка, бабушка. И, в общем, оказалось, что нам в окно стучала птица. Валентина первая это увидела, но потом уже и мама заметила. И причем она постучала раза 3. Валентина такая под впечатлением. Короче, такая черно-серая птица с красной грудкой. Вот, постучала она так 1, 2, 3 раза. Вот летит и стучит, летит, стучит. Потом и улетела. Потом слышу, мама опять говорит, Лина, опять птица. Короче, вот так вот она 3 разных раза возвращалась, и 3 раза она там вот так вот стучит нам в окно. Мама немножечко там, ну, не могу прям сказать, что паникует, но, знаете, так как у нас там всякие приметы есть. Мама заволновалась немного. А говорит, ну, потому что птицы могут быть и к удаче, к новостям, а могут и к плохими быть вестниками. Так что будем надеяться на лучшее. Но 3 раза она вернулась почему-то, эта птичка. У нас такая новость дня. То в это окно лиса смотрела, это окно, то в это окно птица вот стучит. Не знаем. Ну, такое вот. Если кто знает, что это означает, напишите. Пожалуйста, будет интересно узнать. Ну, я надеюсь, что переживать не нужно. Мало ли, бывает, я там даже просто читала, просто, может быть, это, знаете, как у нас, ну, примета. А на самом деле птица, может быть, отражение неба увидела и решила, что туда можно. Ну, то, что 3 раза аж в одно и то же место, она в одно и то же окно
пыталась достучаться. Ну вот мы ее увидели, услышали. Вот такие вот дела и вот такие вот у нас новости, наши дорогие. Ну что, сейчас я Валентину, обычно она на автобусе в школу добирается, сегодня решили на машине ее отвезти. Бабушка с Мишей гуляет, а мы в школу едем. Все, оказывается, бабушка не гуляет. Без бабушки и Миши никуда. Вы с нами? Да. Вот. Ну все, всем до свидания, хорошего дня, всем пока-пока. Пока.